Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем шить вот такое симпатичное одеяло с рыбками. Использовать при этом мы будем две ускоренные техники. Начнем. Нам понадобится 50 квадратов, 25 фоновых 16 на 16 сантиметров, 9 квадратов для бордюра, тоже 16 на 16 сантиметров, 16 рыбок, также 16 на 16 сантиметров. Итак, для начала нам нужно сшить рыбок. Для них нам понадобится 4 квадрата фонового цвета 15 на 15 сантиметров, 4 квадрата для хвостов рыбок 15 на 15 сантиметров, 4 квадрата 19 на 19 сантиметров фонового цвета и еще 4 квадрата 24,5 сантиметра для тела рыбы. Для начала мы возьмем квадраты 15 на 15 сантиметров, сложим их лицом к лицу и прострочим по периметру с припуском 0,7 сантиметров. Вот я уже прострочила. Кладем нашу заготовку фоновой тканью вниз, цветной вверх и чертим диагональные линии из угла в угол. Затем разъединяем две ткани, складываем ткань по линии и делаем надсечку для того, чтобы разрезать по намеченным линиям. Нам нужны ножницы с острым кончиком, чтобы дорезать до самой строчки. Разворачиваем. И вот у нас получается блок квадрат в квадрате. Заутюживаем швы в сторону темной ткани и обрезаем уголки. Теперь берем второй квадрат 19 на 19 сантиметров, складываем лицом к лицу с заготовкой из двух ярусов и прострачиваем по периметру. Эту заготовку кладем фоновым квадратом вверх, также чертим диагонали и разрезаем по намеченным линиям. Те, кто смотрел мои предыдущие мастер-классы, уже догадались, какой способ мы используем для рыбок. Вот у нас заготовка из 3 ярусов, также ее утюжим и обрезаем уголки. Теперь берем последний квадрат из ткани для тела рыбы и также прострачиваем по периметру, сложив лицом к лицу с заготовкой. После того, как прострочили, теперь мы уже ничего не будем рисовать и чертить. Сразу прикладываем линейку и разрезаем ножом. И вот у нас получилось 4 такие симпатичные рыбки. Шов можно заутюжить или разутюжить, это как вам больше нравится. Еще нам наши заготовки рыбки нужно подровнять. Кладем хвостиками вверх. Берем линейку и отметки 16 сантиметров прикладываем точно к нашей строчке. Она должна проходить у нас под углом 45 градусов, а линии хвостика под углом 90 градусов. Излишки ткани обрезаем, чтобы у нас получился квадрат ровно 16 на 16 сантиметров. Так мы делаем 4 заготовки, и из них у нас получается 16 рыбок. Рыбок лучше сделать из разноцветной ткани. Вот у меня 4 разных цвета рыбок. Я тут попробовала разные эскизы. Изначально ткань у меня была фоновая белая,
Также я прикладывала на синюю, тоже хорошо смотрится, но мне нужно детское одеяло для девочки, поэтому я остановилась на этом варианте. Итак, после того, как выбрали раскладку, рисуйте эскиз и отмечаете цветными карандашами расположение рыбок. Теперь складывайте эскиз углами к центру, и становится понятно, как вам сшить заготовки. На одной стороне одна заготовка, вот эта центральная у нас будет заготовка, и вторая заготовка. Вот я уже начала шить. Шью я всегда лентой, не разрезая нити. Вот так. Сшиваю 2 квадрата, подставляю следующие 2 и строчу, пока не прострочу всю ленту. Также поступаю с остальными квадратами. Потом я заутюжила припуски. На одном квадрате внутрь, на следующем наружу. Наружу, внутрь. Вы можете разутюживать, опять же, здесь это не играет особой роли. Я люблю заутюживать швы, чтобы получались замочки. Теперь совмещаем края и сострачиваем наши ленты в единое полотно. Вот так я прострочила. Здесь у меня припуски направлены в разные стороны, а эти припуски я разутюжу. Смотрите, как аккуратно все получается. Эти припуски разутюжены. Сейчас покажу лицо. Смотрите, все уголочки сошлись. И на тельце, и на хвостике. Все получилось очень аккуратно. Итак, теперь, когда мы сшили уже 2 заготовки, верхнюю и нижнюю, вот эта центральная нижняя у нас, теперь мы берем эскиз для того, чтобы выяснить, какой стороной положить верхнюю заготовку. Вот я сверяюсь с эскизом. Вот так у меня расположена нижняя заготовка. Значит, сверху у меня должна быть синяя рыбка. Я беру вторую заготовку и кладу ее так, чтобы синяя рыбка оказалась сверху. Затем аккуратно переворачиваю верхнюю заготовку на нижнюю лицом к лицу, чтобы синяя рыбка по-прежнему осталась на своем месте. Мы будем сшивать это все по периметру. Естественно, все швы нужно предварительно сколоть. Но, пожалуй, для начала мы прочертим диагональные линии на верхней заготовке на цветных квадратах. Берем линейку, карандаш или ручку, что у вас есть, и чертим из угла в угол, от стыка до стыка. Это нужно сделать не только в центре, но и по всей длине верхней заготовки. Теперь нам нужно надрезать середину верхней заготовки. Не заденьте нижнюю. Это для того, чтобы нам легче было ее потом разрезать, когда мы все сошьем по периметру.
Теперь все разравниваем и сострачиваем. Вот так я сострочила по периметру наши две заготовочки. Теперь беру ножницы и разрезаю по начерченным линиям. Этот способ вы видели в мастер-классе по блоку «Бабушкин квадрат». Кстати, если вы не знаете, как собрать трехслойник, в конце видео про бабушкин квадрат я показываю, как его собрать. Правда, на маленьком образце, на большом образце, видите, очень неудобно, не видно всего процесса. А здесь я закончила разрезать. Смотрите, все готово, осталось только разутюжить эти швы. Вот такое красивое одеяло у нас получилось. А я на этом с вами прощаюсь. До скорых встреч. Пока.